Всем доброе утро. Меня зовут Настя Шубанова, и я работаю в отделе продукта. И сегодня я вам расскажу про новую основу для пиццы, которую мы запустили в декабре. Тут, наверное, нужно сказать, что это тот проект, над которым я начала работать еще до прихода в Додо Пиццу, когда Денис Чернобаев дал задание рассказать о том, что можно привнести нового в меню. И первое, что видит человек, у которого нет внутренних продаж и какой-то возвращаемости по пиццам, это то, как чувствует себя Додо Пицца по сравнению с конкурентами. И, конечно, у меня было предложение увеличить количество соусных основ, потому что соус — это основной драйвер вкуса. Надо сказать, что как только я пришла в команду, практически сразу я начала вместе с Антоном Котенко работать над этим проектом. И мы посмотрели на то, как действительно как выглядит сейчас портфель соусных основ. И вот вы видите красная часть на пае. Это как раз количество пиц на томатном соусе. И мы видим, что в Додо Пицце на самом деле был достаточно большой потенциал. У нас было только 3 соусные основы, в то время как у конкурентов было от 5 до 7. Первое, что мы сделали, это посмотрели на соусы на рынке, такие наиболее популярные. Это соус барбекю, это соус, такие более чесночные сырные соусы, это кисло-сладкий, это соус песто, всем известный. И, наконец, это сливочный соус, на котором мы хотели остановиться. Сейчас немножко поподробнее расскажу, почему мы выбрали сливочный соус, потому что на самом деле интересно. На нашем рынке, на российском, люди очень любят молочные продукты, то есть мы кушаем и творог, и сметану, и для нас достаточно понятные сливочные основы, поэтому они очень популярны. И в целом наше направление очень отвечало потребностям наших потребителей. Также сливочная основа идеально сочетается со всеми мясными ингредиентами, и с мясом, и с рыбой, и прекрасно ложится на основу с курицей и индейкой. И что самое интересное, эта сливочная основа, такая более нейтральная, она могла бы стать таким ингредиентом, в который, если ты добавляешь грибы, это более грибной соус. Если ты добавляешь, например, чеснока, то соус становится больше похож на ранч, но при этом он достаточно здоровый, он без майонеза. И мы с Антоном думали, в какую же сторону его увести, то есть должен ли он быть все-таки чуть более сырный изначально, или, может быть, он должен быть чуть чесночный, или с какими-то травами, с какой-то сильной ароматикой. Но мы поняли, что все-таки нам нужна нейтральная основа, которую мы сможем использовать и в пицце, и в пасте. Таким образом, у нас получился соус, в котором нет майонеза, что самое важное, потому что сейчас тренд на ЗОЖ, соус, в котором мы используем натуральные животные сливки, соус, который является такой идеальной основой как для пиццы, так и для пасты, потому что он не очень густой и он не запекается. То есть, в принципе, паста тоже становится достаточно сочной. И этот соус, что важно, он эксклюзивно сделан для Додо Пиццы, и сейчас нет этого соуса ни у кого из конкурентов. Мы надеемся, конечно, не будет. Мы, конечно же, знали, что грядет проект Customize, и что в ближайшем будущем каждый человек, который любит сливочную основу, может сделать любую пиццу со сливочным соусом. Но перед нами стояла задача его каким-то образом протестировать и все-таки посмотреть, насколько именно наш сливочный соус нравится нашим гостям. И мы выбрали 2 пиццы, которые на рынке уже сочетаются со сливочным соусом. Это пицца ветчина и грибы, и это пицца 4 сыра. Мы сравнивали пиццу ветчина и грибы на томатном соусе, нашу текущую, потому что она уже побеждает конкурентов. Мы сравнивали на сливочном соусе с нашей текущей. И здесь мы можем увидеть на графиках, что вот в крайнем левом красный столбец — это томатный соус, синий — это сливочный соус. И мы видим, что общее впечатление от пиццы на томатном соусе, оно выше. И если посмотреть на уровень жирности и уровень интенсивности вкуса, мы также видим, что люди оценивают пиццу на сливочном соусе как более дисбалансированную, то есть им больше нравится пицца на томатном соусе. Поэтому мы решили, что с пиццей ветчина и грибы мы в тестирование не пойдем. И следующая пицца, которую мы посмотрели, была 4 сыра. Здесь мы видим, что общее впечатление от пиццы было примерно одинаковым, то есть люди достаточно высоко оценили и пиццу на томатном, и на сливочном соусе. А также не было какого-то сильного расхождения в оценке жирности и интенсивности вкуса. То есть для людей обе пиццы были достаточно хорошими. И мы поняли, что здесь как раз рисков меньше, и мы можем пойти с пиццей 4 сыра и протестировать соус на ней. Плюс, конечно, прекрасным бонусом было то, что у пиццы и так был достаточно хороший юнит-кост,
но за счет меньшей закладки сливочного соуса, так как он по-другому немножко наносится и более жирный, мы смогли добиться лучшего юнит-коста и, соответственно, большей прибыльности данной пиццы. Очень важно сказать, что пицца имела и так хорошую возвращаемость, порядка 13%, но это как раз заставило нас подумать, а как лучше промоутировать ее, и вообще стоит ли ее активно промоутировать, потому что у нее уже очень хорошая аудитория. И мы решили сделать такой небольшой шаг в сторону маркетинга и поднять пиццу в выдаче до 2-й строки. А также мы решили, что мы покажем на 1/8 ТВ-борда. То есть это такое небольшое промоутирование, просто чтобы люди попробовали и дали нам свою обратную связь. Но, что интересно, результаты оказались фантастическими, и выручка пиццы выросла на 60%, и возвращаемость, при том, что она была уже прекрасной 13%, она стала порядка 16% за первые 2 месяца запуска. Также пицца привлекла на 66% новых клиентов больше, чем она привлекала до этого. Дальше я покажу вклад в прибыльность категории пицц. Получается, с ноября, когда пиццы еще не было, по декабрь и январь. Если посмотреть на декабрь и январь, то вот желтая часть в столбце – это как раз пицца 4 сыра. И мы видим, что и в канале ресторан, и в канале доставка пицца 4 сыра явилась одним из главных вкладчиков в рост прибыльности. И это мы видим, в принципе, и дальше. Мы посмотрели целиком прибыльность портфеля, как она росла в канале ресторан и доставка. И видим, что в ресторане, несмотря на то, что пицца там занимает всего 30% продаж, удалось снизить на 0,2 юнит-кост, то есть, в принципе, с 26 до 25,9% теперь у нас юнит-кост портфеля пиц. На доставке результаты еще намного лучше, потому что там 70% продаж этой пиццы. И мы видим, что портфель доставки снизился в юнит-косте на 2%. Мы считаем, что это отличные результаты. Надеемся, что все наши новые пиццы будут показывать такие же прекрасные результаты по прибыльности. И чем хочется завершить презентацию, это тем, что мы поняли из этого запуска, что чем больше у людей вариативности, чем больше разнообразия, тем больше они готовы пробовать новых продуктов и возвращаться в Додо Пиццу. Поэтому надеюсь, что мы будем работать в этом направлении и обязательно поделимся следующими результатами. Передаю слово Ренату Сагадееву.